Всем привет, меня зовут Наталья, и вы находитесь на моем канале «Все в жизни связано». И сегодня я хочу открыть рубрику, которая будет называться «Секреты идеального вязания». Ни для кого не секрет, что наше изделие, вид точнее нашего изделия очень во многом зависит от нюансов и мелочей. От того, как у нас набраны петли, как оформлен кромочный край, как закрыты эти петли, как обработана горловина и так далее, и так далее, и так далее. И вот таких маленьких секретов и нюансов существует очень много, и если их использовать в своей работе, то наше изделие будет выглядеть идеально, фабрично и очень-очень красиво. Вот, например, в данном изделии я использовала вот такой фабричный наборный край, который не отличить от фабричного. Он очень эластичный, он очень красивый и смотрится очень-очень здорово. Также посмотрите, как оформлены кромочные петли. Они уплотненный вот такой вариант, они держат форму, они очень красиво смотрятся и так далее. И существует еще очень-очень много всяких нюансов, которые я буду освещать именно в этой рубрике. И вот сегодня я покажу вам, как именно вот оформлять вот такую кромку, как я вам только что показала. Она будет одинаково красиво смотреться на разных видах пряжи. Здесь у меня пряжа альпака, вот это летняя пряжа, где здесь у меня микс льна и пайетки. Посмотрите, как красиво и уплотненно смотрится этот кромочный край. Вот таким образом. Он всегда держит форму. Вы можете потом при сшивании изделия делать разрезы, и вас не будет смущать этот кромочный край, он будет очень красиво выглядеть и смотреться. А вяжется он очень-очень легко и очень просто. Итак, давайте приступать. Я покажу, как это делается. Данный кромочный край имеет 2 петли. То есть мы на кромку отводим 2 петли в начале ряда и 2 петли в конце ряда. И провязывать эти кромки мы будем, кромочные петли мы будем в лицевых рядах и в изнаночных по-разному. Итак, лицевой ряд. Как мы провязываем кромочные петли в лицевых рядах? В лицевых рядах в начале ряда и в конце ряда 2 кромочные петли провязываются лицевыми петлями. Первая петля и вторая петля. Подтянули хорошенько. И дальше вяжете ваше изделие тем рисунком, которым вы всегда его и вязали. Провязываем весь ряд до последних 2 петель. Вот я дошла до последних 2 петель кромочных, и в конце ряда в лицевом ряду я тоже их провязываю лицевыми петлями. Разворачиваемся на изнаночный ряд. И в изнаночном ряду мы эти 2 кромочные петли в начале ряда и в конце ряда провязывать не будем, а будем снимать вот таким образом ниточка перед работой. Первую петельку снимаем и вторую снимаем. Вот таким образом. Все, и дальше провязываем весь изнаночный ряд так, как вы вяжете обычно, по вашему рисунку, до последних 2 кромочных петель. Вот я дошла до последних 2 кромочных петель в изнаночном ряду, и их тоже снимаю, не провязывая нить перед работой. Вот таким образом. Все, и дальше разворачиваемся на лицевой ряд и все повторяем. В лицевых рядах кромочные первые 2 петли провязываются лицевыми петлями, последние 2 петли тоже провязываются лицевыми петлями. В изнаночных рядах первые 2 и последние 2 кромочные петли снимаются, не провязывая нить перед работой. И вот такой красивый результат у нас получается как с лицевой стороны, так и с изнаночной стороны. Все, кому понравилось данное видео и кому этот урок оказался полезным, кто, может быть, еще не знал о таком способе, поставьте лайк, я буду рада. Это даст мне стимул продолжать делиться с вами своими
секретиками идеального вязания. Кто еще не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых полезных видео, либо новых мастер-классов. А на сегодня у меня все. Всем пока!